Я считаю, что ты, вот для меня лично, ты была вот этим человеком, таким проводником в мир этой финансовой грамотности. Инфляция на нашей стороне. Не хватает времени проанализировать, понять, как это работает, не хватает времени всем этим заниматься. Мало кто читает документальную базу. А если мы вернемся к инвестированию, ты имел возможность выбрать между двумя пакетами, то есть полностью беззаботный пакет, где мы нашего клиента от А до Я сопровождаем, то есть наша работа — разработать грамотное финансирование, оптимировать все месячные платежи, подобрать хороший, новый, беззаботный проект, я имею в виду саму недвижимость и управление. Вот пройдя весь этот этап и имея возможность выбирать, что бы ты посоветовал для коллег твоих или просто для обычного человека, на что обратить внимание? Ну, плюс, конечно, налоговая оптимизация. Я знаю, что ты открыта к любым индивидуальным консультациям, да, и это очень важно. Именно вот, как говорю, что нет единого сценария, как и, наверное, в любой области, есть всегда общее представление, что это нужно делать, и дальше можно что-то там посмотреть, какие-то там видео, этого всего полно, но знаешь, когда ты смотришь в Гугле, там где-то у тебя еще больше хаос начинается, необходимо это все структурировать. Этот пример показывает многим, что когда они идут в свой банк, и их банк по какой-то причине отказывает, это может быть различные причины. Да? Может быть даже только одна причина, что у человека уже много недвижимости или много различных кредитов, или сложная ситуация, потому что он частный предприниматель. Грубо говоря, из-за того, что конкретный банк по его конкретной политике отказал, они больше не пробуют. А придя к таким специалистам, как мы анализируем, как исправить ситуацию, чтобы именно этот банк дал кредит. Иногда достаточно просто правильно сложить документы, и банк уже дает лучший кредит. Иногда надо правильно подобрать объект, взять хороший новый объект именно для этого клиента. И благодаря тому, что в новом объекте хорошо зарабатывающие люди могут еще и оптимизировать очень много своих налогов назад, в данный момент многие такие классические шпаркасы, даже как Хаспа, это учитывают, и благодаря этому дают лучше кредиты на новострой, чем на какую-то вторичку. Да? И человек, нашедший на вторичном рынке какую-то старую убитую квартиру, пришел к банку, банк посмотрел, говорит, нет, мы не хотим это финансировать. Они даже не задумываются, что банк не хочет финансировать не из-за того, что они плохо зарабатывают, или они плохие клиенты, или банк их в кавычках не любит по какой-то причине, а только из-за того, что тот объект, который нашли, банк считает его как критичным, да, как пример. И очень важно смотреть со всех сторон на эту ситуацию, чтобы подобрать правильный концепт. И законодатель дает нам очень много программ, которые позволяют перенаправлять те налоги, те отчисления, которые мы делаем, просто в создание своего инвестиционного портфеля недвижимости. И я очень-очень рада, что ты этим портфелем воспользовался, что ты прислушался к советам. И мы можем использовать, если есть хотя бы 10-20 лет до пенсии, этого времени вполне достаточно, более даже чем достаточно, чтобы построить себе хороший портфель, чтобы человек остался на том же уровне жизни, на котором он находился в процессе фазы зарабатывания активных средств. Я считаю, что ты, вот для меня лично, ты была вот этим человеком, таким проводником в мир этой финансовой грамотности. И я еще раз могу только сказать, что, и это, кстати, показатель того, что мы инвестируем уже второй раз с тобой. Да? То есть прошло 2,5 года, мы понимаем, что это супер, мы делаем это еще раз. Дай бог, сейчас у нас все получится с финансированием. Я думаю, что это не последняя инвестиция. Очень многие не понимают, что, да, инвестируя в страховки, можно оптимировать тоже свои налоги. Грубо говоря, ты 100 евро в месяц инвестировал, там 1200 в год списал. Но, к сожалению, где-то с 2013-2014 года законодатель больше не защищает на 100% даже ту сумму, которую ты перевел. А ты понимаешь, что ту сумму, которую ты перевел, через 10 лет это уже совсем не те деньги. И вот буквально недавно у меня был прекрасный пример, где клиент, достаточно уже взрослый профессор, врач, преподаватель, провел такую черту. Он инвестировал почти 1000 евро в страховку, начал достаточно поздно, и спустя 15 лет по обещаниям страховой компании он будет до конца своей жизни получать 600 евро. И параллельно он имел возможность инвестировать в квартиру в пригороде Люнебург, это как пример. И спустя, наверное, 11-12 лет жильцы съехали, и он не ожидал тот факт, что при новой сдаче этой квартиры аренда выросла ровно в 2 раза. Ровно. То есть, если сравнить два пакета. Первый, в одном пакете он инвестировал огромную сумму в месяц, которую мог списать. Во втором пакете он инвестировал очень-очень-очень маленькие средства. Даже во многих случаях есть плюс, как ты говоришь, да, потому что разница между тем, зачастую между тем, что ты
инвестируешь, и то, что ты получаешь как аренду, она бывает и плюсовая, да, в зависимости от концепта. То, что он получил через 11-12 лет в двух сравнениях, да, здесь у него будет прибыль, но здесь эта прибыль уже выросла в 2 раза, и сама квартира, она тоже выросла в несколько раз. И, кстати, этот профессор уже эту квартиру подарил своим детям, потому что до 400 тысяч ты можешь переписать на детей абсолютно без налоговых затрат. Первое. Инфляция на нашей стороне. То, что деньги, к сожалению, обесцениваются, здесь нам играет на руку. А финансам, который наш любимый налоговое управление, стоит тоже с нашей стороны, потому что благодаря квартирам, особенно если человек инвестирует в новострой, на сегодняшний момент мы можем только амортизацию списать от 3 до 5% только амортизация по объекту. Это то, что ты не инвестируешь, но можешь от стоимости квартиры плюс то, что ты потратил на переоформление, списать с этой стороны. Плюс Hebel-эффект. Что значит Hebel-эффект? Представь, если бы ты же квартиру не покупаешь, вот ты принес там 300 тысяч, вот возьмите 300 тысяч, которые тебе надо зарабатывать. Ты берешь еще и чужие средства, которые также со временем обесцениваются, то есть ты еще за счет этого Hebel-эффекта, да, за счет того, что ты взял эти деньги в банке на собственный капитал, у тебя рентабельность очень хорошо повышается. Плюс надежность. Ты сам столкнулся, насколько тяжело найти какую-либо квартиру для сдачи, то есть что это всегда будет востребовано. Да? И со всех этих сторон инвестирование в недвижимость всегда было и есть классным инструментом. Но почему многие этого не делают? Особенно твои коллеги. Самая большая проблема, по моим наблюдениям, это то, что у них не хватает на это времени. Не хватает времени проанализировать, понять, как это работает, не хватает времени всем этим заниматься. И также управлять этой квартирой. Окей, в твоем случае ты сдаешь своим каким-то коллегам, сотрудникам и так далее, по крайней мере, здесь ты немножко защищен. А у многих проблема еще найти жильца. В Германии ты не можешь жильца просто так выгнать, если он не платит, просто так высадить его на улицу, как говорится. Да? И вот эта стабильность для многих очень важна. Плюс, если даже жилец все супер платит, но сам объект требует больших вмешательств, ремонта, если это старое здание, то непредвиденные растраты, которые владелец квартир может нести в год, могут достигать на сегодняшний момент от 20 до 80 тысяч как незапланированное внесение в общую кассу дома. Да? Потому что многие люди не задумываются о том, что когда они выбирают квартиру для инвестиций, как мы мыслим. Мы зашли, посмотрели, обои новенькие, в ванне плиточка новенькая, красивая, берем. А то, что сам дом в ужасном техническом состоянии, это мало кто заглядывает, мало кто читает документальную базу четко. И с прошлого года вступил в Германии закон, который принуждает владельцев, как владельцев еще и частично всего здания, инвестировать в общую кассу для утепления, для улучшения экономичности потребления энергоресурсов, потому что законодатель хочет в эту область идти. И многие сталкиваются с той проблемой, что незапланированно им надо инвестировать большие суммы, поэтому боятся. Мне иногда очень жаль, когда люди не понимают, что любой работающий человек в Германии, любой, мы не говорим даже о врачах, врачи это само собой разумеется, это элита нашего общества. Если мы платим налоги, значит, мы имеем достаточно хорошие зарплаты. Но если мы возьмем любого работающего человека в Германии, он может себе позволить инвестировать в недвижимость пассивно, то есть пользуясь поступаемой арендой, пользуясь оптимизацией налоговых отчислений и тем, что объекты и арендные платы с каждым годом растут, он может создать себе стабильную дополнительную пенсию без особо больших инвестиций.